Для вкусного пирога нам нужны 2 яйца. В яйца добавлю всего 2 столовых ложки сахара. То есть минимальное количество пирог будет умеренно сладким. Если вы сладкоежка, можете добавить сахара побольше. Для баланса вкуса добавляю щепотку соли. А для прекрасного кондитерского аромата кладу 1 чайную ложку ванильного сахара. И все хорошенько перемешаем. Так, чтобы соль и сахар растворились в яйцах. Дальше в этот гоголь-моголь нальем 120 мл молока. Оно не должно быть холодным. Лучше, чтобы оно было комнатной температуры или слегка подогретым. А также нальем сюда 3 столовых ложки растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно использовать растопленное сливочное. Тогда пирог будет иметь сливочный аромат и вкус. Ну и, конечно же, перемешаем. Дальше мы добавим 170 граммов муки. К муке добавлю 2 чайных ложки разрыхлителя. Чтобы пирог был пышнее, муку с разрыхлителем я обычно сею через сито. Мука у меня такая немножко серенькая, потому что я использую обычно муку довольно грубого помола. Все-таки так блюдо будет более здоровым. Это тесто легко перемешивается, комочки в нем легко расходятся. Оно такое вот гладкое, шелковистое и с приятным ароматом ванили. Обратите внимание, по консистенции текучая, но не слишком жидкая. Затем я беру 2 довольно крупных яблока, они весят 400 граммов. Естественно, удаляю семена, хвостики. И нарезаю на небольшие дольки. Можно нарезать по-другому, так как вам больше нравится. Кожицу я не очищала, но по желанию вы можете это сделать. Измельченные яблоки высыпаем в тесто и аккуратно перемешиваем. Конечно же, этот простой и вкусный пирог можно испечь в духовке. Но я его сегодня буду готовить на сковороде. Если ваша сковорода с толстым дном, ничего к ней не прилипает, то вы можете просто смазать ее растительным маслом или сливочным. А если уверенности в сковороде нет, то можно ее застелить бумагой для выпечки. У меня эта бумага без силикона, поэтому я смажу ее растительным маслом. Тесто с яблоками перекладываем в сковороду. Я использую сковороду размером 25 сантиметров. Распределяем всю эту массу максимально равномерно. Выпекать будем на самом маленьком огне под крышкой. Если у вас есть рассекатель, то лучше его использовать. Прошло чуть больше, чем 25 минут, и я проверяю пирог. Мы видим, что сверху он весь пористый и такой плотный. Так же, как и пирог в духовке, проверяем пирог на сковороде при помощи деревянной палочки. Она должна выйти сухой и чистой. Кроме того, мы видим, что бортики стали такими красивыми золотистыми. А если вы, как и я, используете бумагу, то можно даже вот так заглянуть и проверить, какая там ситуация. В принципе, пирог можно оставить в таком виде, но можно перевернуть и зарумянить его с другой стороны. Только сковородку смажем растительным маслом. Бумага для выпечки уже не нужна, я ее сняла. Сковороду я больше крышкой не накрываю, пусть постоит еще минут 5, чтобы низ красиво позолотился. Вот такой пирожок у нас получился. Готовьте с удовольствием, если этот рецепт вам понравился.
А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк и за ваше мнение в комментариях. Я желаю вам вкусного пирога, приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. И как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.